Начало 70-х. Группа студентов отправляется в поход отмечать успешно сданную сессию. Староста группы Володя увлекался туризмом и решил отвезти друзей и одногруппников в красивые места, в лесное озерцо, о котором мало кто знал. Компания набралась приличная, аж 2 потока. Все с рюкзаками, палатками, котелками, ну и, естественно, ящиками горячительного. От остановки электрички надо было ни много ни мало шагать часа 3-4. Потом завернуть на узкую тропку куда-то в лес, по которому идти еще около 3 часов. Владимир, вооруженный компасом, браво шагал впереди, а за ним шла шумная толпа студентов. По каким причинам Володя сбился с пути, история умалчивает. Однако молодые люди забрели не к лесному озеру, а к заросшему огромному строению, о котором, по-видимому, давно все забыли. Массивные толщи бетона, некогда взорванного строения, утопали в буйной зелени кустов и деревьев. Сами развалины были покрыты мхом. Лес понемногу, год за годом, скрывал в себе своего таинственного бетонного гиганта. Девчонки подустали, мальчишкам поскорее хотелось начать праздновать сессию. Поэтому единогласно было решено разбить лагерь тут, около забытого человечеством гиганта форта. Заодно и любопытство утолить, полазить в этом строении. Пока вовсю шла подготовка к сабантую, девчонки нарезали, намазывали, крошили, варили, а мальчишки ставили палатки. 3 смельчаков решили исследовать строение. Вооружившись фонариками, они нырнули в черную темень груды бетона. Сколько времени их не было, студенты даже и не засекали. Однако через энное количество времени все 3 вылетели пулей, измазанные, всклокоченные и взволнованные. Как оказалось, проникнув вовнутрь, парни осветили фонарями длиннющую галерею, посередине которой шел квадратный ров. Решили идти по ней, но вскоре наткнулись на груду камней, через которые пришлось пробираться буквально ползком, изрывая одежду о неровности. Первым находил путь Егор, крепкий парень, который ничего не боялся. Едва он высвободил ноги из узкой щели между камнями, как чуть не угодил в огромную глубочайшую яму, размером с хорошую комнату. Фонарь у него был не очень силен, чтобы осветить все, и поэтому он подождал товарищей. Когда все 3 были на краю ямы, все дружно посветили на дно, узнать что да как. И каково же было их удивление, когда на самом дне ямы они увидели маленького мальчика, лет 7. Мальчишка посмотрел на них и тоненьким голоском попросил позвать его маму и братьев. А на вопрос, как он туда попал и сколько он там находится, мальчонка ответить не смог. Пожимал худыми плечиками. Никаких отверстий на дне ямы и в стенах не было. Ребята начали искать хоть какой-то спуск, осветили стенки ямы. Надо сказать, что квадратная яма была этажа в 4 глубиной. Из стен кое-где торчали железные прутья. Но ни лестницы, ни веревки, ни другого спуска не было. Когда один из ребят снова посветил на дно, яма была пуста. Мальчик просто исчез. Как ребята добежали до входа в развалины, они не помнят. Ободранные спины, разорванная одежда, пульсирующие виски и ужас в глазах. Не могло сразу 3 почудиться, что в яме с ними разговаривал ребенок. Все 3 отчетливо слышали его голос и видели мальчика. Отсидевшись и отдышавшись, к яме решили пойти уже 10 человек, включая и Егора, как проводника. 2, что были с ним, идти наотрез отказались. Набрав фонарей, прихватив и веревку, парни пошли к тому месту. Но веревки оказалось недостаточно. Кто ж знал, что придут они не на озеро, а к развалинам форта? В этот вечер все решили, что все-таки ребятам померещилось. Славно отметив сессию, студенты разбрелись по палаткам, а наутро решили искать какой-нибудь населенный пункт.
На карте поблизости имелись в этих краях две небольшие деревушки. Утром же выяснили, что ночью многие слышали детский плач. В общем, собрались студенты помощь организовать. Егор и Володя направились искать деревни, но остальные прочесывали лес, в надежде, что найдется какая-нибудь яма, и в ней, может быть, окажется ход. Пару человек все-таки осмелились войти в развалины и поискать там. Блуждая по дебрям леса примерно 2 часа, парни вышли на деревеньку. Постучав в первый же дом, к ним вышла пожилая женщина. На вопрос о старом форте она лишь ответила, что помнит, что недалеко было строение. Детей в маленькой деревне мало, да и из них никто не пропадал. В конце деревни живет Семеновна, она лучше знает. Парни нашли ту самую Семеновну, бабулю, лет под 100, не меньше. Они рассказали ей о мальчике, что в яме был, попросили хоть какую-то информацию. И то, что рассказала им бабулька, повергло Егора и Володю в откровенный шок. Сразу после войны их деревня была большой, соседняя намного меньше. Но жители общались между собой и знали, что у кого и как. Семья была в той деревне. Мать и 6 деток. Отец не вернулся с тяжелых боев, жили впроголодь, кормились как могли. Однажды 3 сыновей решили за грибами в лес податься, чтобы хоть что-то к обеду принести. Среди них был младший, Андрюшка, мальчонка 8 лет. Вроде наткнулись мальчики в лесу на форт, недавно взорванный. Решили полазить, все-таки любопытно. Вот и пропал там Андрюша. Сколько ни искали, нигде не нашли. С тех пор лет 20 прошло, а больше в деревнях дети не пропадали. Вернулись ребята к форту под вечер с толстой веревкой, которую одолжили у Семеновны. Решили все-таки сами проверить. Когда Егор, а потом и Володя спустились в яму, на дне, под ворохом мелких камней, они нашли детский скелетик. Естественно, отмечать тут уже никто не хотел. Косточки похоронили в красивом покрывале и отправились искать озеро. Не спрашивайте меня, где этот форт, я все равно не знаю. Возможно, к нашему времени лес полностью поглотил бетонные руины в свои недра, и старый форт уже не найти. Но историю о потерянном мальчике до сих пор вспоминают несколько стареньких преподавателей. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и высказывать свое мнение.